Мировая премьера нового поколения Mercedes GLA. Новая генерация прямо перед нами. Все, что вам нужно знать о дизайне экстерьера, интерьере, технологиях и отличиях, как бензиновой, так и полностью электрической версии. Что ж, вот и он, GLA, так сказать, младший брат GLB, но при этом кроссовер-сородич CLA, ведь все они построены на одной платформе. И вот перед нами этот компактный кроссовер, или может это и вовсе компактный хэтчбэк, скоро узнаем. Меня зовут Томас, это Авточувство в 4К на весь экран и во всю длину. Перейдем к абсолютно новому GLA и начнем с бензиновой версии, а точнее с бензинового мягкого гибрида. Как видите, спереди здесь открыта решетка радиатора с прорезями для охлаждения. Чуть позже я покажу вам разницу с электромобилем. Взгляните, горизонтальный дизайн, россыпь фирменных маленьких звезд, мятно-зеленый цвет кузова. И в этой модификации, разумеется, нет переднего багажника. Подробнее о характеристиках двигателя и прочем мы поговорим чуть позже. В передней оптике также присутствует рисунок в виде трехлучевых звезд. В качестве опции можно заказать матричные светодиодные фары. Подсвечиваемая решетка радиатора доступна и для бензиновой версии. Но здесь подсвечивается именно ее контур. Длина автомобиля теперь составляет 4,57 метра. Это на 14 сантиметров больше, чем у предыдущего поколения. Колесная база также выросла, что обеспечивает больше пространства для пассажиров сзади и не только. При этом перед нами все тот же кроссоверный дизайн, пусть линия крыши стала немного ниже, так что это, пожалуй, нечто среднее между кроссовером и компактным хэтчбеком. Колесные диски доступны размером от 18 до 20 дюймов. Здесь установлены самые крупные 20-дюймовые в черном цвете. Перед нами машина в исполнении MG Line, однако эти глянцево-черные накладки на колесной арке – отдельная опция. В стандартной версии MG Line арки окрашиваются в цвет кузова, так что все зависит от конкретной комплектации. Для бензиновой версии предлагается передний или полный привод, тогда как для электрической задний или полный. В этом и заключается их технологическое различие. Корма модели полностью новая, она не позаимствована ни у одного из других собратьев по линейке, так что новый GLA получил очень узнаваемый дизайн задней части. Ну что же, потянем за рычаг дважды. К слову, задняя колея в этом поколении тоже стала шире. А вот и бензиновый мягкий гибрид. Это 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с системой умеренной гибридизации. За счет этого достигаются так называемые электрические моменты. Например, при медленном движении накатом или при маневрировании во время парковки машина может это также помогает снизить расход топлива. К слову, у нас уже выходил тест-драйв бензинового CLA, если вам интересно. Двигатель доступен в трех вариантах мощности, а наиболее производительные модификации идут в комбинации с полным приводом. В остальных случаях по умолчанию предлагается передний привод. А теперь перейдем именно к этой версии. Перед нами роскошный цвет красной Патагонии. Здесь можно рассмотреть передний багажник, и он действительно впечатляет размерами. В него поместятся не только зарядные кабели, но и вполне полноценный багаж. Очень стильно смотрятся указатели поворотов с интегрированным рисунком в виде звезд. Также здесь отлично видна подсвечиваемая окантовка решеткой радиатора. Начиная с первой комплектации, но не в базовой, а она доступна и для бензиновой модификации. А вот сама панель решетки здесь закрытая, но при этом подсвеченная, в том же стиле, который впервые дебютировал на концепте Electric CLA GLC. Это сочетание ретро-мотивов Mercedes и современного футуризма, где подсвечивается даже центральная звезда. На мой взгляд, обе версии, и бензиновая, и полностью электрическая, выглядят отлично. Что касается технологических различий, как я уже упомянул, электроверсия стартует в базе задний привод, а в качестве опции доступна полноприводная трансмиссия. Все подробные данные спецификации традиционно дублируются не только всплывающей плашкой, но и в отдельном закрепе под видео. Электромобиль предлагается с тремя вариантами батарей. Стартовый – это LFP аккумулятор емкостью 58 кВт-часов. Следом идет промежуточный NMC накопитель на 71 кВт-час, а топовым выступает блок на 85 кВт-часов. И именно он выдает рекордный запас хода. На одном заряде старшей батареи в реальных условиях трассы на скорости около 100 км в час вполне реально проехать близко к 600 км, если закладывать энергопотребление схожее с CLA, но сделать небольшую поправку на аэродинамику высоковатого кузова кроссовера. Вся силовая установка невероятно эффективна. Мы это уже видели на примере той же CLA. Скорость быстрой зарядки постоянным током достигает внушительных 320 кВт. Что касается зарядки переменным током, то в базе идет 11 кВт, а 22 кВт опция. Также обратите внимание, за совместимость с 400-вольтовыми станциями тоже придется доплатить отдельно. Лючок зарядного порта здесь. Сейчас откроем. Он механический, подпружинен и просто откидывается без электропривода. Зарядка с 10 до 80% занимает 22 минуты.
И признаться, проведя с этой машиной чуть больше времени, я влюбился в ее лицевую часть. Особенно в сравнении с платформенными JLB и CLA. У тех двух, на мой взгляд, создается ощущение двуликого дизайна. Из-за разнесенных верхних полос, ходовых огней и решетки снизу. Здесь же все решено строго по классической автомобильной канонике. Фары, решетка и ничего лишнего. Такой период визуально воспринимается куда гармоничнее и спокойней. А как вам подобное дизайнерское решение? А внутри нас ждут еще два варианта исполнения. Начнем снова с MG Line, но на этот раз в матовом кузовном оттенке Magna. Это спецверсия Night Edition. А вот рядом представлен весьма интересный экземпляр без пакета MG Line. Это линия исполнения Progressive, то есть когда вы не заказываете Starlink MG, машина выглядит именно так. Перед нами бензиновый вариант в цвете Красная Патагония. Решетка радиатора здесь также сквозная, с отверстиями для обдува, однако конкретно этот автомобиль дополнительно оснащен опциональным пакетом Night Package с темным декором. Например, рамка решетки здесь получила темную окантовку. Корпуса зеркал, к слову, всегда идут в черном исполнении. Даже если вы не заказываете пакет Night Package, черные накладки будут по умолчанию. Колесные диски здесь снова 20-дюймовые. Сегодня все предоставленные нам тестовые машины обуты именно в 20 диаметр. Если перейти к корме, разница между AMG Line и Progressive прослеживается также отчетливо. В нижней части экстерьер выглядит чуть менее агрессивно и спортивно. Интерьер дверных карт доступен либо в такой светлой цветовой гамме, либо в полностью темном исполнении. Его я тоже покажу чуть позже. Верхняя часть дверей отделана приятным мягким пластиком, так что качество сборки материалов действительно на высоте. Правда, клавиш стеклоподъемников здесь всего две. Решение на любителя. Чтобы управлять задними стеклами, нужно предварительно нажимать отдельную кнопку переключения. Нижняя часть дверной карт выполнена из жесткого пластика, но в карманах хотя бы есть прорезиненная подложка. В качестве опции доступны акустические двойные стекла, что существенно снижает уровень шума, особенно при езде по трассе. На выбор предлагается базовый руль, либо спортивный руль AMG Line. У него две двойные спицы, а главное вернулись физические переключатели. Аналоговые вращающиеся барабанчики и качающиеся клавиши. Однако блоком ниже все еще остается эта сенсорная панель, и навигация по меню с ее помощью дается с трудом. Зато возвращение классического механического регулятора громкости и физических клавиш управления круиз-контролем – это огромный плюс. Кстати, рулевое колесо доступно и в полностью веганском исполнении. В данном конкретном автомобиле установлен обычный кожаный руль, но на ощупь или по фактуре разницу вы бы вряд ли заметили. Что касается сидений, предлагается два варианта. Комфортное кресло с отдельным подголовником или спортивный с полуинтегрированным, положение которого, например, можно немного отрегулировать по вылету вперед. По центру спортивных сидений микрофибра, а по бокам вставки из кожзаменителя. Также можно выбрать обивку из искусственной кожи Артику, либо базовую тканевую отделку. К слову, тканевые и микрофибровые кресла – одни из моих любимых. Микрофибра ощущается очень премиально, а форма подушки и эргономика нижней части у всех исполнений примерно одинаковы. Основная разница заключается именно в профиле и оформлении спинки. Рулевая колонка регулируется по высоте вылету вручную. В сравнении с CLA, здесь вы сидите заметно вертикальнее, ведь перед нами кроссовер. Конечно, старший брат JLB дает еще больше ощущения взрослого кроссовера. Но такая посадка очень помогает, если у вас длинные ноги. Я уже достал рулетку и замерил расстояние от порога до пола. Посадка на заднем ряду между бензиновым GLA и его электрической версией отличается кардинально, это я вам обязательно покажу. А вот спереди никакой ощутимой разницы нет. Сидите вы в ДВС-версии или в электромобиле, эргономика водительского и пассажирского места абсолютно идентична, и это важный момент. А теперь добро пожаловать в кокпит нового GLA. Это конкретная машина в электрическом исполнении. Впрочем, как я уже сказал, сиденья спереди одинаковы для всех версий. Все выполнено в строгом черном цвете, включая дверные карты и вставки из черной микрофибры. Сиденья также полностью черные, без контрастных белых элементов. Архитектура экранов устроена следующим образом. Перед водителем расположен цифровой щиток приборов, по центру основной тачскрин мультимедиа, а справа может быть либо декоративная панель, либо опциональный экран для переднего пассажира. Вся эта комбинация образует так называемый суперскрин. Не путайте с хайперскрин, который доступен в электрических GLC, EQS или C-классе. Там сплошное монолитное стекло идет от стойки до стойки, тогда как здесь сохранены видимые рамки по центру и сверху. Учитывая пожелания клиентов, жалующихся на обилие маркового глянцевого пластика, для центральной консоли теперь можно выбрать другие варианты декора и уйти от глянцевого лака. Подстаканники здесь выполнены по старинке.
Они недостаточно плотно фиксируют бутылки, из-за чего те могут свободно болтаться во время движения. Центральный подлокотник имеет распашную крышку, под которой скрывается вместительный отсек. Спереди предусмотрена площадка беспроводной зарядки с охлаждением, а также небольшое отверстие для провода к двум разъемам USB-C на нижнем ярусе. В верхней части консоли расположена панель с физическими кнопками, сделанная единым блоком, честно говоря, решение на любителя. Зато отдельная кнопка выбора режимов движения позволяет переключать их прямо на ходу, что намного удобнее, чем искать нужный пункт в меню на экране. Блок климат-контроля на экране в последних моделях Mercedes кажется мелковатым. Основные настройки запрятаны чуть глубже, например, включение обогрева сидения требует 2 кликов. Сами иконки в меню смотрятся весьма стильно. В качестве опции доступна премиальная акустика Burmester с функцией 3D объемного звучания. Качество воспроизведения просто потрясающее, особенно если включить пресет Intense для электронной музыки. Эта же система устанавливается и в новый CLA. На данный момент это, пожалуй, лучший автозвук на рынке. Если позволяет бюджет, обязательно заказывайте. Это одна из самых стоящих опций. На экран также выводится красивая анимация распределения тяги. Видно, что новая генерация передает больше момента на заднюю ось, чем предыдущая. Что касается навигации, интерфейс оформлен в фирменном стиле Mercedes, но вся графическая и картографическая подложка теперь работает на базе Google Maps. Это не просто визуализация, алгоритмы маршрутизации и данные о пробках здесь полностью от Google. Цифровая приборная панель стала наглядней, хотя навигация по ней все так же осуществляется через сенсорные элементы на руле, из-за чего иногда случаются ложные нажатия. На выбор доступно несколько вариантов отображения, включая полноэкранную карту. Также имеется карточка настройки проекционного дисплея. Очень радует, что Mercedes наконец-то добавил полноценное дублирование карт Google Maps прямо на щиток приборов. При подключении Apple CarPlay также поддерживается вывод карт Waze и Apple Maps. Перед нами вариант отделки интерьера линии Progressive. Если вы не выбираете пакет MG-Line, рулевое колесо лишается двойных горизонтальных спиц. Выглядит он иначе, но сверху сохранены те же физические вращающиеся барабанчики и качающиеся переключатели. А теперь оценим задний ряд. Сработано отлично. Верхняя часть дверных карт приятная, мягкая на ощупь, а пластик нижней панели кармана сделан жестким. Сама отделка может быть выполнена в светлом или темном варианте. В данном исполнении MG-Line сиденья обтянуты микрофиброй. Причем контрастную белую прострочку можно выбрать или убрать по своему вкусу. Спинки складываются, однако угол их наклона не регулируется, фиксированное положение и все. А теперь перейдем к бензиновой версии. Именно с нее стоит начать, ведь между модификациями кроется принципиальная разница. Запас хода для ног у них одинаковый, свободного места вполне достаточно. И сидеть здесь ощутимо комфортнее, чем в CLA, из-за более вертикальной посадки. Но главное различие кроется в пространстве для стоп. У бензинового автомобиля ниша под передними сиденьями глубже. Я заранее достал рулетку и все замерил. В лучших традициях канала. Разница ощутимая, в мягком гибриде пол ниже. Стопы опускаются глубоко в нишу, за счет чего ноги находятся в более естественном и удобном положении. С запасом над головой тоже порядок. При моем росте 1,89 м места хватает. В плане компоновки пространства новый GLA действительно продуман очень удачно. Что касается электромобиля, его задняя часть визуально ничем не отличается. Темная отделка доступна для любого типа двигателя, тут все зависит лишь от вашего вкуса. Технически все идентично, за исключением одной важной детали. У электроверсии полностью отсутствует центральный тоннель. Это большой плюс. Если по центру сядет третий пассажир. Кстати, снизу расположены два порта USB-C. Однако из-за размещения батареи пол в электромобиле немного приподнят. Мои ноги оказываются выше, и колени приходится сгибать чуть сильнее. Если в ДВС-версии посадка более расслабленная, то здесь ноги поджаты чуть выше. Ничего критичного, но об этой особенности стоит знать заранее. В целом жить можно с обоими вариантами. У каждого есть свои плюсы и минусы. Отсутствие тоннеля у электромобиля определенно добавляет удобства. Однако если оценивать чисто эргономический комфорт посадки, то бензиновая версия все же немного выигрывает. Впрочем, этот нюанс едва ли станет решающим поводом отказываться от покупки электромобиля. Теперь взглянем на багажник. Разница в типе силовой установки здесь почти не ощущается.
Объем составляет 415 литров у бензиновой версии против 410 литров у электрической, но в реальной эксплуатации разница между электромобилем и бензином практически незаметна. Ширина дверного проема составляет около 1 метра. Глубина багажного отсека 83 сантиметра, а высота 74 сантиметра. Дистанционного механизма складывания спинок из багажника не предусмотрено, но дотянуться до рычагов на самих сиденьях не составляет никакого труда. При сложных задних креслах общая погрузочная длина до переднего сиденья в стандартном рабочем положении достигает 1,64 метра. Для формирования более ровного пола при погрузке длинномеров трансформируемый пол багажника лучше заранее переставить в верхнее положение. Тогда остается совсем небольшой перепад. Цены начинаются с бензиновой модификации, которая примерно на 3000 евро дешевле аналогов. Полностью электрическая версия со стартовой наименьшей батареей обойдется минимум 49 тысяч евро. И если же вы нацелились на максимальный аккумулятор, готовьтесь прибавить еще порядка 10 тысяч евро. Ну а если укомплектовать машину по полной программе, с топовым полным приводом и самым быстрым разгоном в 4,5 секунды, доступным для полноприводного электромобиля, ценник легко перешагнет отметку в 75 тысяч евро, так что автомобиль точно не из дешевых. Для сравнения, соплатформенный купе седан CLA обойдется на пару тысяч евро дешевле, примерно на 2000 евро, а вот более крупный и вместительный семейный GLB окажется чуть дороже. Самое главное в новом GLA – это то, что его пропорции прекрасно сбалансированы как снаружи, так и внутри. Благодаря более высокой и вертикальной посадке по сравнению с CLA, он предлагает значительно более рациональное использование внутреннего пространства. При этом автомобиль выступает отличной полноценной заменой предыдущему поколению GLA в бензиновом сегменте, а электрическая модификация и вовсе открывает новые возможности. Раньше покупателям приходилось выбирать, либо брать громоздкий кроссовер ради дальнобойности, либо соглашаться на компактный ситикар в качестве второй машины в семье без реального запаса хода для автобанов. Теперь же перед нами компактный электрокроссовер оптимальных габаритов, на котором удобно парковаться в городе, но который при этом обладает выдающейся энергоэффективностью и впечатляющим запасом хода для дальних поездок по магистрали.